Ричард Бах, прославленный писатель, автор книг, вдохновивших миллионы читателей, всю жизнь старательно избегал темы смерти. Она казалась ему концом всего, абсолютной пустотой, где не осталось бы места ни осознанию, ни чувствам, ни мыслям. Его романы и рассказы исследовали смысл жизни, радость полета, свободу, но никогда не касались того, что наступает после последнего вздоха. Однако судьба распорядилась иначе, столкнув его лицом к лицу с величайшей загадкой бытия в один холодный вечер на пустынной дороге неподалеку от его дома в штате Вашингтон. В тот вечер ничто не предвещало трагедии. Ричард ехал неспешно, наслаждаясь свежим воздухом и последними лучами заходящего солнца. Все изменилось в одно мгновение: ослепляющий свет фар, резкий визг тормозов встречного автомобиля, громкий удар и затем тишина. В момент столкновения время словно замерло, остановилось сердце, и сознание писателя вырвалось наружу, освободившись от телесных оков. Первое, что ощутил Ричард, это удивительная легкость. Не было боли, страха или тревоги. Он смотрел на происходящее сверху, как посторонний наблюдатель, видя свое тело, лежащее на холодном асфальте. Вокруг суетились люди, подъезжала скорая помощь, спасатели кричали что-то друг другу, пытаясь вернуть к жизни уже неподвижное тело. Но Ричарда это больше не касалось. Он был здесь и одновременно где-то еще, свободный от всякого страдания, погруженный в абсолютный мир и спокойствие. Его внимание привлекло сияние, исходившее сверху. Это был не просто свет, он словно притягивал его, манил к себе, обещая тепло и покой. Без усилий он начал подниматься, проходя сквозь слои облаков, ощущая, как пространство вокруг него меняется. Оно было пронизано живой энергией, наполнено красками и оттенками, которых Ричард никогда раньше не видел. Даже воздух казался другим, чистым, прозрачным и наполненным вибрацией, словно сама реальность здесь была более совершенной. Постепенно он начал осознавать присутствие неких существ рядом с собой. Их образы были размыты, не имели четких контуров, однако излучали глубокую доброту и мудрость. Ричард пытался разглядеть их лица, но это оказалось невозможным. В этом месте не существовало привычных форм, здесь царил язык ощущений и эмоций, передаваемых мгновенно от сознания к сознанию. Одно из существ приблизилось к нему особенно близко, и Ричард ощутил, как его сознание соприкоснулось с неким бесконечным источником знаний и истины. В этом контакте не было слов, только мощное, глубокое осознание. Он почувствовал, как в его разум проникает ясное послание: «Ты пришел сюда не случайно. Твое время на земле еще не завершено. Ты должен вернуться и передать другим то, что узнаешь здесь». Ричард попытался спросить, что именно он должен узнать, какое послание он должен нести людям. Но существа не ответили прямо. Вместо этого они открыли перед ним картины его собственной жизни. Он видел моменты, когда поступал правильно, когда заблуждался, чувствовал последствия каждого своего действия, осознавая, как тесно связано все в этом мире. Он понял, что каждая секунда жизни наполнена смыслом, что даже самые мелкие события влияют на судьбы других людей гораздо сильнее, чем он предполагал. Его сознание расширялось все больше, охватывая реальность в масштабе, который до сих пор казался невозможным. Ричард осознал, что смерть не является концом, это лишь переход, возвращение домой, к истоку, откуда все мы приходим и куда рано или поздно возвращаемся. И этот исток был наполнен безграничной любовью и пониманием, полностью свободен от осуждения или страха. Однако, прежде чем Ричард смог полностью погрузиться в это откровение, почувствовал сильный рывок вниз, словно какая-то невидимая нить резко потянула его обратно. Он начал стремительно падать вниз, ощущая боль и давление, словно его сознание снова сжималось в тесные рамки тела. Вспыхнул ослепительный свет реанимационного отделения, зазвучали человеческие голоса. Он открыл глаза и услышал крики врачей: он вернулся. Ритм сердца восстановлен. Первые мгновения были мучительны, тело ощущалось чужим, тяжелым и ограниченным после той невероятной свободы, которую он только что испытал. Ричард понял, что теперь уже никогда не сможет быть прежним. То, что он увидел по ту сторону жизни, навсегда изменило его. Теперь он должен был понять,
как донести людям свое жуткое, но удивительно светлое откровение, как объяснить то, что сам едва мог выразить словами. Он вернулся другим человеком, с новым осознанием своей миссии и значения человеческой жизни, чувствуя, что его ждет долгий и трудный путь рассказчика, которому предстоит поделиться своим уникальным опытом и, возможно, изменить жизни многих людей. Но главное испытание только начиналось. Как жить дальше с таким знанием, которое переворачивало все, во что он верил раньше? Вернувшись с того света, Ричард Бах пережил глубокий кризис. Его привычный мир рухнул, уступив место новому осознанию, о котором ему предстояло рассказать другим. Первые месяцы были тяжелейшими в его жизни. Сон стал для него почти невозможным, а реальность казалась тусклой и серой после того ослепительного света, что он увидел за пределами смерти. Он понимал, что увиденное не было иллюзией или галлюцинацией, и эта мысль одновременно ужасала и вдохновляла его. Ричард начал записывать каждую деталь своего опыта, каждое воспоминание, каждое чувство, тщательно сохраняя пережитое в письменных заметках. Он больше не мог писать художественные романы, ведь его сознание заполнили иные, глубокие истины, превосходящие любую выдумку. Вместо этого он погрузился в исследование духовных текстов, изучение мистики, психологии и нейронаук, стремясь найти объяснение тому, что с ним произошло. Постепенно он начал осознавать послание, полученное в ином мире. Смысл был прост и одновременно глубок. Смерть не является концом, а переходом. Жизнь — это бесценная возможность, подаренная для познания и творения. Однако донести это людям было намного сложнее, чем ему казалось изначально. Его близкие с трудом принимали перемену в его поведении, многие считали его рассказ вымыслом или побочным эффектом тяжелой травмы. Но Ричард не сдавался, он понимал, что его обязанность — рассказать об увиденном любой ценой. Он начал делиться своим опытом в интервью и лекциях, описывая свою встречу с существами, которые общались без слов. Со временем ему стали приходить письма от людей со всего мира, переживших подобный опыт. Каждое такое письмо подтверждало, что он не одинок в своем открытии. Ричард понимал, то, что он увидел, было универсальной истиной, частью опыта многих людей, которые сталкивались с подобными состояниями и возвращались к жизни измененными навсегда. Его откровения привлекли внимание не только простых людей, но и ученых. Нейробиологи и психологи стали проявлять интерес к его рассказам, приглашая Ричарда на исследования и беседы. Писатель соглашался, желая найти подтверждение тому, что пережил. Ученые фиксировали изменения в его мозговой активности, стараясь объяснить произошедшие научными методами. Однако сами исследователи признавали, никакая наука пока не может полностью раскрыть тайну того, что происходит после смерти, а опыт Ричарда остается ярким подтверждением того, что реальность намного глубже, чем мы привыкли считать. Однажды Ричард получил письмо, сильно изменившее его дальнейшую жизнь. Его отправителем был Джордж Ричи, доктор и автор знаменитой книги «Возвращение из завтра», который десятилетиями ранее пережил аналогичный опыт. Они встретились лично, и Ричард ощутил невероятное облегчение от осознания того, что он не одинок. Их беседа стала ключевым моментом для понимания послания из загробного мира, подтверждая, что пережитое имело под собой нечто гораздо большее, чем личная фантазия или галлюцинация умирающего сознания. После этого разговора Ричард решился полностью посвятить себя передаче своего опыта людям. Он начал выступать с публичными лекциями, организовывать встречи и семинары, где подробно описывал свое путешествие на другую сторону жизни. Каждое выступление превращалось в событие, затрагивающее глубины человеческой души, побуждающее к переосмыслению своего существования. Люди уходили с его лекций, измененные навсегда, часто со слезами на глазах, понимая, что их жизнь обрела новый смысл. С каждым выступлением и рассказом Ричард все яснее осознавал истинную суть своего опыта. Мир, в котором мы живем, является лишь частью огромного, бесконечного пути души. Он говорил, что каждое действие, каждая мысль и чувство человека навечно вписываются в ткань бытия, и наша ответственность гораздо больше, чем мы привыкли думать. Его послание становилось простым и ясным: не бояться смерти, не откладывать жизнь на потом, оценить каждый миг, наполненный любовью, творчеством и состраданием к другим людям. Ричард продолжал писать, создавая книги и статьи, в которых тщательно описывал все пережитое и осмысленное.
Его работы стали настольными книгами для людей, столкнувшихся с потерей близких или тяжелыми испытаниями. Он перестал бояться говорить о смерти, теперь воспринимая ее как важную и неизбежную часть человеческого пути. Тысячи людей, прочитавших его произведения, обрели покой и уверенность в том, что жизнь имеет смысл даже за пределами физического существования. Ричард Бах вернулся с того света не просто другим человеком. Он вернулся посланником истины, несущим в мир знания, способное исцелять души и вдохновлять миллионы. Его жуткое откровение стало доказательством того, что смерть — это не конец, а лишь начало нового пути, полного смысла и глубокого понимания, доступного каждому, кто способен увидеть больше, чем позволяет привычная реальность. С каждым днем после возвращения Ричард все глубже проникал в осознание того, что увиденное им за гранью было не просто личным переживанием, а отражало универсальные законы духовного мира. Его личный опыт постепенно превращался в ключ к пониманию множества других явлений, которые он раньше игнорировал — интуиции, предчувствий, вещих снов. Все это начало складываться в четкую картину, подтверждающую его убежденность в том, что за видимой реальностью скрывается более глубокий смысл. Со временем он заметил в себе странную способность, он стал лучше чувствовать людей, понимать их истинные намерения и скрытые мотивы. Общаясь с кем-то, Ричард словно видел перед собой раскрытую книгу жизни другого человека. Он начал помогать людям находить ответы на вопросы, которые мучили их годами, легко считывая их глубинные переживания и страхи. Это изменение удивляло и самого Ричарда, ведь прежде он не замечал за собой подобных способностей. В одном из интервью писатель рассказал, как впервые осознал свою новую способность во время встречи с женщиной, потерявшей сына. Она подошла после лекции, отчаянно ища ответы, которые никто не мог ей дать. Глядя ей в глаза, Ричард внезапно почувствовал сильную связь с ее потерянным сыном. Он передал женщине простое, но точное послание, сказав то, что мог знать только ее покойный ребенок. Женщина разрыдалась от облегчения, а сам Ричард понял, что теперь способен не просто рассказывать о своем опыте, но и помогать другим проживать потерю иначе, находя покой и исцеление. Слава о необычной чувствительности писателя распространилась быстро. Его встречи стали посещать не только те, кто пережил подобный опыт, но и обычные люди, отчаянно искавшие подтверждение жизни после смерти. Люди просили его помочь им связаться с ушедшими близкими или найти ответ на мучающие их вопросы о смысле жизни и смерти. Ричард не всегда мог помочь напрямую, но каждое такое общение укрепляло в нем уверенность в том, что он вернулся именно для этого — дарить надежду и утешение людям, нуждающимся в них больше всего. Со временем ученые пригласили его поучаствовать в масштабном проекте по изучению феномена клинической смерти и его влияния на сознание. Ричард согласился, понимая, что это поможет ему донести свои идеи до тех, кто привык верить только науке. Во время исследований фиксировались уникальные показатели мозговой активности, свидетельствующие о том, что после клинической смерти сознание человека кардинально меняется на физиологическом уровне. Но даже самые передовые технологии не могли объяснить всего того, что Ричард описывал в своих переживаниях. Во время этих исследований он познакомился с известным психиатром и исследователем клинической смерти Раймондом Мауди, который подробно изучал подобные случаи. Их общение оказалось невероятно плодотворным, они вместе пришли к выводу, что сознание действительно существует отдельно от тела, а смерть — это лишь переход к другой форме существования. Вместе с Мауди Ричард начал выступать на международных конференциях, помогая миллионам людей осознать, что жизнь после смерти — не просто религиозная догма, а научно подтвержденная реальность, достойная изучения и глубокого уважения. Ричард также начал обращать внимание на символы, посланные ему через сны. После возвращения он регулярно видел один и тот же сон, огромную библиотеку с миллионами книг, каждая из которых содержала истории жизни всех людей, когда-либо живших на Земле. Этот образ стал для него подтверждением того, что ничья жизнь не проходит бесследно, и каждый человеческий опыт — это часть великой вселенской истории, имеющей глубокий смысл и ценность. С возрастом и мудростью Ричард стал чувствовать себя больше проводником, чем просто писателем. Он видел, как его опыт помогает другим принимать смерть как естественный процесс перехода, а жизнь — как драгоценный дар.
Самым ценным для него было наблюдать, как его слова меняют жизни людей, помогая им избавиться от страха и обрести внутренний покой. Наконец, он осознал, что то, что казалось ему когда-то жутким и страшным, на самом деле было величайшим даром, полученным в его жизни. Он пережил смерть и вернулся не просто живым, а измененным человеком, способным открывать другим людям путь к подлинному пониманию смысла их существования. Ричард больше не боялся смерти, потому что знал, что она лишь новая глава в бесконечной истории души, путешествующей между мирами, наполненными светом, любовью и мудростью. В итоге Ричард Бах смог сделать главное — показать людям, что смерть — это не конец, а врата к новой реальности, где жизнь продолжается в другой форме, полной любви и глубокого осознания. Он вернулся другим человеком, чтобы передать послание, способное изменить восприятие смерти и навсегда устранить страх, который веками преследовал человечество.